Я рада видеть вас на своем канале. Привет! Сегодня мы будем рисовать принцессу с помощью сплинт-кейка от Diamond под названием «Розовая страсть». На лепестковый спонж так я набрала краску и наношу ее на глаза под 45 градусов. Когда наношу краску, прошу ребенка, чтобы он слегка прикрыл глаза. Это надо для того, чтобы вся краска легла ровно на всю поверхность века. Аналогично делаю и с другой стороны. И всегда в процессе рисования я смотрю, чтобы мой дизайн был симметричный. Все свои неровности, либо какие-то маленькие ошибки я, как всегда, поправляю влажной салфеткой. Следующим шагом я добавляю блески на глаза, чтобы наш дизайн блестел и переливался. Важно накладывать блески тогда, когда наш фон еще слегка влажный и не успел подсохнуть. Тогда блески будут держаться и не осыпаться. И в этом случае прошу ребенка закрыть глаза, чтобы блески не попали в них. Дальше этим же спонжем я наношу краску в форме полукруга или формы радуги по центру лба от одного глаза к другому, используя при этом половину цветов на спонже из того же кейка «Розовая страсть». Тут будет находиться у нас корона для принцессы. Далее замечательным трафаретом от Милены я буду наносить узор с помощью пальчикового спонжа и белой краской от Diamond. Намечаю трафарет по центру лба, так, чтобы все было у нас ровно. И пальчиковым спонжем я начинаю прорисовывать рисунок нашей короны. Далее на круглую кисть от Светланы Келлер номер 1 я набрала белую кремообразную краску той же марки Diamond. Их краска мне очень нравится, особенно белая краска. Она очень хорошо и плотно прорисовывает белые линии поверх других цветов. Я ее рекомендую всем, потому что пользуюсь я ей уже больше года, и мне очень нравится. Также я выделяю наши глазки принцессы с помощью обводки глаз. Обводить глаза можно как и от внутреннего глаза, так и от внешнего угла глаза. Как вам будет удобно. Мне лично удобно с любой стороны. Для красоты я добавляю еще маленькие полоски возле глаза. Это вы можете делать, конечно, по желанию. Все свои узоры я рисую с помощью техники капелька. Когда рисую капельки, я стараюсь всегда выводить тонкий кончик. Делаю это поочередно со всех сторон, чтобы мой дизайн был симметричный. И вы, конечно, тоже старайтесь, чтобы все ваши линии заканчивались тоненькими кончиками, а не прерывистыми линиями. И, конечно же, не забывайте про фокальные точки. Ваши линии должны направлены быть именно в них. Далее решила добавить обрамление глаз под нижними веками. В этом случае я нарисовала не так, как хотела. Мне показалось, что очень много я сделала капелек и решила сделать их меньше. Следующим шагом я приклеила под короной нашей модели красивую самодельную композицию из страз ручной работы от Милены и Светланы на специальный клей для тела, который не вызывает аллергии и раздражения на коже. С помощью таких самодельных композиций из страз вы можете всегда украсить и дополнить свой образ в любом дизайне для девочек. И как всегда я добавляю маленькие световые акценты в виде точек и капелек. Далее я решила накрасить губы нашей модели. И делаю это всегда только одноразовым аппликатором для губ. Наношу розовый цвет из кейка под названием «Розовая страсть» под цвет нашего дизайна. И как всегда для фотосессии я причесываю нашу модель, чтобы во время съемки волосы лежали аккуратно. И вот такой замечательный дизайн принцессы у нас получился в розовых и нежных оттенках. Надеюсь, мой дизайн вам понравился. Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!